Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и вы на канале Вязание Хобби. Сегодня я хочу вам показать способ, когда у вас петля была провязана лицевой, а надо было изнаночной, или наоборот. И что нужно сделать? Если вы провязали уже несколько рядов, и вы видите, что неправильно сделали петельку, так, вот здесь у нас идет резиночка 2 на 2, но вместо изнаночной я провязала лицевой. Ничего страшного в этом нет. Смотрите, что можно сделать. Вот эту петельку мы сейчас снимем со спицы. И нам придется распустить этот ряд вертикальный до вот этого момента. То есть там, где мы эту петельку должны провязать уже изнаночной. Аккуратненько должны мы распустить. Распускаем. Так, в помощь нам может прийти крючок. Так, вот не забудем, где у нас начинается дальше лицевая гладь, рисунок. Так, и вот таким образом мы снимаем эти петельки. Аккуратненько снимаем. У нас получается одну петельку мы снимаем. Ну, довольно-таки много рядов здесь. Не 2, не 3, не 5, больше. Но здесь тоже, в принципе, ничего страшного нет. Самое главное, аккуратненько нужно будет эту петельку поднять на высоту. Так, мы вот сейчас до нее доходим. Ниточку мы смотрим, чтобы она у нас не расслаивалась. Так, и вот смотрите, у нас получается. Вот мы уже сейчас дойдем до этой петельки. Так. И у нас получается изнаночная, так, то есть мы сейчас должны провязать все уже изнаночные. Но это легче сделать на лицевых, поэтому мы сейчас разворачиваем изделие наизнанку. И вот эту петлю, которую мы должны с вами поднять, она у нас уже лицевая. Поэтому легко сейчас берем за петельку и начинаем аккуратненько поднимать. Не вытягивать, не растягивать. Смотрите, вот это вот захватываем первую ниточку, которая идет от предыдущего, от следующего ряда, и таким образом накидываем. И вот так вот у нас получается. Единственное, смотрите, что петелька правильно развернулась, не была скрещенной. Аккуратненько вот так вот берете и петельку эту подтягиваете. То есть нам нужно было на лицевой стороне провязать изнаночной, но лучше всего сделать это на изнаночной стороне, где у нас получается эта петля уже будет из лицевой. Если мы дойдем сейчас вот где формировалась лицевая гладь, на изнаночной стороне это будет изнаночная гладь. Поэтому мы должны будем опять перевернуть наше вязание. Смотрите, вот мы дошли. Так. Разворачиваем. Можно подержать эту петельку, чтобы она не убежала. И сейчас уже на лицевой стороне у нас должна идти резиночка. Не резиночка, а лицевая гладь. Поэтому эту петельку, вот она. Аккуратненько мы ищем эту петельку. Вот она. Так, и мы ее сейчас должны провязать уже лицевой. Так, мы ее разворачиваем правильно. Так, то есть вот эта вот правая стенка должна смотреть вправо. Мы вот так вот провязываем, да. Так, лицевая. То есть это была изнаночная, мы провязываем лицевой. И опять подхватываем вот эту вот протяжку. И накидываем на спицы. Так. И смотрите, вот что у нас должно получиться. Так. Если посмотреть на эту картину, мы даже не можем, можно даже не понять, где мы сделали вот этот переход. Так. Вот, единственное, смотрите, мы 1, 2, 3 ряда, а здесь провязали 1, 2. Значит, мы должны вернуться. Так. И сделать 3 ряда лицевых. Вот так. То есть вот отсюда у нас шло вязание. Поэтому мы должны вернуться. То есть это все видно. Если где-то неправильно провязали лицевую и изнаночную, ничего страшного нет.
просто можете перевернуть на лицевую сторону, изнаночную, то есть там, где у нас идут лицевые петельки. И правильно развернуть эту петлю, чтобы она у нас была не скрещена, если это у вас не рисунок какой-то. Так, вот таким образом мы опять накидываем на спицу и проверяем, так у нас или не так. Так, вот смотрите, что у нас получилось. То есть мы уже вот здесь вот эту петельку убрали, где-то вот до этого момента. Так, и у нас все восстановилось. Когда будет ВТО, постираем, то в принципе здесь вообще не будет ничего заметного. Всем спасибо за просмотр.